после того, как я дал более-менее описал политическую обстановку в Канаде, кто предводители на сегодняшний день Канады. У нас есть премьер-министр, который полный нарциссист, без нормального образования, без того, чтобы он тяжело работал хотя бы один день для того, чтобы прокормить семью, с абсолютно настроенным политическим видом на жизнь. Человек, который сказал, что китайская диктатура, он ей завидует, потому что они могут, в принципе, сделать то, что хотят, без того, чтобы вообще как-то к этому отнестись ко мнению народа. Они решают, что лучше для народа, они решают, что лучше для жизни на земле. И ему это очень нравится. Он сказал это еще задолго до того, как был избран премьером. Он это сказал в 2013 году, если я не ошибаюсь. Он там выступал перед группой женщин, представляющих организацию определенную в Торонто. И он прямо так и сказал, есть ролики, достаточно, можно найти в гугле, и даже, в принципе, я тоже, может быть, поставлю этот ролик, когда он просто сказал, что он, он восхищается китайским режимом, потому что у них базовая диктатура, и они могут делать все, что хотят. Да, это сказал на тот момент будущий премьер-министр Канады. Его заместитель Кристия Фриланд, которая, то, что мы сказали, с украинскими корнями. Но, как оказывается, это вот уже увидел после того, как поставил ролик про либеральную партию. Я уже это даже распространил в сети. Я очень много пользуюсь Твиттером, Фейсбуком, захожу на их странички премьер-министра и выкладываю, как сказать, правду матку. Значит, у Кристи Фриланд очень интересные корни, о которых в какое-то время говорила даже Россия, потому что когда ее избрали в 2016 году, поставили на пост министра иностранных дел, Россия это сказала, ее офис официально отверг эту информацию, сказал, что это все брехня, что Россия специально это делает для того, чтобы повлиять на жизнь Канады, на политику Канады. Но вы знаете, никто просто так это ничего не делал, и не важно, что Россия делает, не делает, вмешивается, не вмешивается, вообще никакого отношения к России это не имеет. Да, это написали в русских газетах, в русской прессе, но, скажем так, есть доказательства, есть документы. Короче, грубо говоря, дедушка нашей Кристи, он был нацист, как бы украинский нацист, он не рядовой нацист, не кто-то там, который сидел, что-то там это вот, думал сам себе на уме или кому-то рассказывал друзьям что-то. Он был серьезный нацист, он был редактор газеты, нацистской газеты на украинском языке, «Краковские вести». Работал там с 41 по 45 год, или с 40 по 45, даже извиняюсь, по 45 год, до того, как Советский Союз победил нацистскую Германию, он там работал. Сначала он был в Польше, потом их перевезли в Германию и так далее, чтобы, после того, как Красная Армия начала наступать, перевезли в Германию, и он работал оттуда. Конечно же, была полная пропаганда нацистских видов, антисемитизм и так далее. И вот этот дедушка после войны перебрался в Канаду, встретил бабушку и так далее, это все 3-10. И вот доказательства этому есть. Звали его Михайло Хомяк, переехал в Канаду, стал Майкл Хомяк. И после его смерти его дневники были приобретены музеем в Альберте в Канаде. И там все очень популярно, красиво описывалось, что он делал, как он делал, все его виды на жизнь, антисемитизм и так далее. Короче, вот это дедушка нашей Кристинки, да, и нацист, полный, убежденный и пропагандирующий нацизм. Есть даже фотография его черно-белая, как он на одной из вечеринок сидит с каким-то чином в СС, который был заведующий за пропаганду на не немецком языке и так далее. Как бы он там сидит, выглядит довольно неплохо.
ни в оковах, ни в арестантской одежде, а в пиджачке, красиво одетый, общается с людьми, все путем. Вот так вот, вот это был дедушка нашей жизни. Знаете, как бы, если взять учетом, что мы сейчас будем говорить о протестах, с чего это пошло и что сказал премьер-министр, как бы, вы поймете, почему я это упомянул. Значит, протест в Канаде. Я уже упоминал немного, значит, есть насильная вакцинация в Канаде. Они говорят, что это не насильная, что у людей есть выбор. Но скажите вы мне, если вы сейчас говорите, что если ты не вакцинируешься, то ты не можешь ходить ни в рестораны, ни водить детей на спортивные кружки. И в принципе, как бы, ничего толком полететь куда-то, это потом надо 2 недели терять работу, сидеть дома в карантине и так далее. Это свобода выбора. Это действительно свобода выбора. Так, значит, все-таки у нас в Канаде насильная вакцинация. Хотят они это признавать, не хотят они это признавать по понятным причинам. Вот они решили, они сделали насильную вакцинацию сначала для тех, кто хотят действительно жить как-то и ходить в рестораны, сделали паспорта вакцин. У каждого человека должен быть паспорт, что он вакцинированный. Маленькая такая параллель с нацистской Германией в 1939 годах, когда евреям выдавали бумажки, а потом в конце заставили шить золотые звезды на пиджачке. Это такая маленькая параллель, да. Пусть кто-то там кричит, что я не имею права, я имею право. Я имею полное право, это свобода, свободная страна пока еще, хотя и движется она в диктатуру. Я имею право, потому что я еврей, и мой народ был тот, который страдал от нацистской Германии. Мой народ был тот, которому выдавали документики, и по которым к ним относились как к людям. И вот, значит, такая вот простая параллель. Ну, началось это с этого, потом они увидели, что все равно как бы еще не очень что-то народ летит. Так он, товарищ Трудо, сказал: окей, все госслужащие в Канаде или будут вакцинированы до определенной даты, или будут искать другую работу. Тут мы уже наступаем с демократии в сторону диктатуры, потому что получается, что если ты не согласен вакцинироваться, то ты не имеешь права работать в определенных сферах. После этого они решили, что этого мало, и надо продолжать насильственную вакцинацию. Кстати, насчет госслужащих, медперсонал относится к госслужащим. В Квебеке, например, в провинции Квебек, на тот день, когда они издали этот указ, было 22 тысячи невакцинированных медсестер, медперсонала, которые не хотели вакцинироваться по тем или иным причинам. Ну, им сказали: или идите домой, или вакцинируйтесь. Часть пошла домой, часть уволили, а часть осталась. Их как бы не увольняют на самом деле, их отпускают домой на неоплачиваемый отпуск. Ну, как бы понятно, да? Вот. Это все, что выглядело покрасивее. Вот. И очень многие медсестры остались без работы, госслужащие были многие, полиция, работники полиции, хотя они получили в какой-то момент освобождение от этого. Потому что было понятно, что если медсестр можно как-то заставить и заставить полицейских как бы проверить, что это так и будет, то если полицию заставить, и они скажут нет, то кто будет их проверять? Вот полицейские получили такое вот освобождение в свое время, не знаю, по-моему, сейчас их заставляют, но да, сейчас их заставляют, послали письма, есть пару полицейских, которые выступили в YouTube, сказали, что им приходится уходить с работы, потому что их заставляют вакцинироваться, на что они не согласны. И вот они, короче, понеслась все госслужбы, парамедиков, полицейских, медсестр, которые были все это время были героями Канады, frontline workers, они были на передовых в борьбе с коронавирусом, их боготворили все, их восславляли все, кричали, что вот они герои, они
незащищенные толком, не вакцинированные, и помогают людям, которые заболели короной, каждый день рискуя заболеть ею сами, и умереть, и заразить свою семью, и все это. Вот это были люди, которых в конечном итоге начали заставлять вакцинироваться. Они перестали быть героями. Те, кто сказали нет, мы не готовы вакцинироваться, они в ту же секунду из героев были разжалованы и переведены в статус враги народа. Как и выразился наш премьер-министр, он сказал, все эти невакцинированные, они не верят в науку, они все эгоисты, они хотят ухудшить положение канадцев, им плевать на канадцев, они против канадцев. Это наш премьер-министр, вот, человек, представляющий Канаду на интернациональной арене и внутри Канады, вот он так сказал, что те, кто не готовы вакцинироваться, они враги. Это вот раскол Канады, к которому он шел, который он продвигал и который ему нравится и ему на руку. Потому что когда в Канаде балаган, никто не успевает замечать проблемы, которые есть у Канады, кроме этого, кроме короны, как бешеная инфляция, которая сейчас началась, как отпечатывание кучи бабла, с которой сейчас не знают, что делать, и тому подобное, и так далее. Вот это как бы отвлекает от насущных проблем. Люди концентрируются на протесте, концентрируются на врагах народа. Никому ничего не напоминает. Опять же, вернемся к Германии, 1939 год. Пропаганда Гитлера. Вот так вот он и говорил, в принципе, приблизительно. Только разница в том, что тут те, кто не хотят вакцинироваться, автоматически стали евреями в нацистской Германии. Вот это такая параллель, вы можете со мной спорить, не спорить, это мое мнение, что хочу, то и говорю. Если не нравится, я как бы буду очень огорчен, но я никого не заставляю, в отличие от Труда, как он заставляет вакцинироваться, я никого не заставляю смотреть эти ролики. Значит, вот это такая, для меня лично это такая параллель, да? Вот. Значит, издали указ, кто ушел домой, тот ушел домой, кто остался на работе, и причем сказал, что если они уйдут, им даже не будут выплачивать пособия по безработице. Ребята, обычно, когда увольняют человека, у него полгода есть возможность получать пособие по безработице. И вот вы видите людей, которые отработали 10-20 лет, платили налоги, вели себя как полагается, они остались даже без не то что без работы, которую делали все это время, но даже и без пособия по безработице. А как вам такое? Значит, те, кто вакцинировались, тунеядцы, не хотят ни хера делать, они да получают пособие, а вот бывшие герои, нынешние враги народа, медперсонал, полицейские, пожарники и так далее, они не получают ничего, хотя отработали столько лет и платили все налоги. Вот такая вот перестановочка получилась у нас с героев во враги народа. Можно сказать, даже вот у Сталина тоже там было пару героев, которых он очень красиво сделал врагами народа. И тут не засаживают за это, конечно. До этого еще пока не дошли. Не знаю, что будет дальше в жизни, но пока не дошли. Но очень может быть, с нашим премьер-министром никогда не знаешь, что будет дальше. Да, были забастовки, протесты, то все, но не было такой серьезной силы. До того момента, как он решил сделать вакцинацию водителей грузовиков, тех же самых героев, которые ездят в Америку, перевозят грузы, он решил заставить их тоже вакцинироваться всех. Чтобы вы поняли, у нас 90% в Канаде вакцинированных. Вот эти 10% ему очень мешают, очень сильно мешают. Вот. И он вот решил заставить их. Конечно же, был толчок назад, что за фигня, туда-сюда, типа, опять же, как с медсестрами. Только вот в данном случае медсестры, у них не было достаточной силы, а вот у водителей были грузовики. И водители решили протестовать в Оттаве на грузовиках, заблокировать подъезд к парламенту, пока их не выслушают и пока не дадут, пока не начнут серьезные дебаты, почему вообще надо их заставлять. Как бы, чтобы вы поняли, водитель грузовика едет с Канады в Америку, берет груз, везет в Америку, выгружает груз как бы
сгружает контейнер, загружает новый контейнер, едет обратно. Единственная интеракция с людьми, это может быть остановиться покушать по дороге, где все в масках, тыры-пыры, тролливали. Как бы фактического и по статистике, фактического риска от заражения канадцев от водителей грузовиков как такового не существует. Не говоря уж о том, что все эти 2 года их гоняли туда-обратно, в эту Америку за продуктами, и всем было плевать, что они могут заразиться и умереть. Потому что они были героями. А вот сейчас они враги народа. Вот. Ну вот они решили, короче, подняться и поехать в Альберту. Причем открыто об этом заявили. И тут вернемся к нарциссизму нашего премьер-министра, который считает, что он бог на земле, полный диктатор. Он сказал, как бы, чтобы вы поняли, в Америке тоже хотели это сделать, но в Америке поднялся разговор про это, республиканцы начали давить обратно и сказали, знаете, ребята, давайте подождем и отодвинем это до февраля. Вот этот вот мандатик. Что было, в принципе, очень умно. Они сказали, слушайте, ну, граница у нас Канада-Америка. Мы сейчас отодвинем мандат, канадцы оставят свой мандат. И по-любому американские водители грузовиков не смогут въезжать в Канаду, потому что они не вакцинированы. Красотища. Американцы молодцы, все красиво сделали. Канадцы поняли, что к чему, и что делает Америка. Сказали, слушайте, может мы тоже отодвинем, а? Ну что нам 15 января, 15 февраля, давайте отодвинем. Зачем лезть на рожон? Вот эти люди сейчас собираются ехать в Оттаву, туда-сюда. И начались разговоры, и в какой-то момент товарищ Трудо сказал, не, вы чё? Показывает его дальновидность, мозги и так далее. Сказал, вы чё, я сказал, я сделал. Мужик сказал, мужик сделал, только он не мужик, но не важно. Короче, вернули это на 15 января, сказали, нас не колышет, делайте, что хотите. Те сказали, окей, мы едем. Выступал премьер-министр, сказал, слушайте, ребята, вот это вот мелочь, вот эта шушера, которая собирается, там угрожает мне ехать с Альберты в Оттаву. Я хочу только, чтобы вы поняли, что эта шушера для меня ничего не значит и не представляет собой никаких канадцев. И вообще они все расисты, нацисты, ультраправые и так далее, и то все 3-10. Это сказал премьер-министр нашей страны, который должен заботиться и думать о всех канадцах. Неважно, 10 это процентов, не 10 это процентов. Ну, сказал. Ну, как бы чувак постоянно делает всякую херню, а потом извиняется. Но вот он вот сказал, у него эго до неба, и поэтому он сидит на небе и считает, что он бог. Вот он это сказал, сделал. Ну, ребята подняли шум и начали садиться в грузовики. Повесили флагов на грузовики. Все грузовики с канадскими флагами, как говорится, как обязательство. И очень многие поставили еще один такой симпатичный флаг, типа пиратского, такой черный флаг, на котором просто написано «Пошел нахуй Трудо». Извиняюсь за лексикон, не знаю, я не могу сделать эдитинг на бип, но вот так вот там и написано именно этими словами, именно так. И еще там эмблема канадская такая на этом флаге. Очень красивый флаг, вот интересно так, мне очень нравится этот флаг, потому что со смыслом. И вот грузовики, один флаг канадский, один флаг с пожеланиями нашему премьер-министру, что и как, они начали ехать. Но поднялся шум, как бы наша пресса вся сидит под либералами, как я уже рассказывал до этого, им хорошо платят, CBC получает 1,2 миллиарда в год, остальные просто боятся, потому что их тогда не будут пускать ни на пресс-конференции, ничего, и они поэтому делают то, что они хотят. Значит, пресса об этом немножко умалчивала, говорила, там едут 10 человек, 20 человек. Но есть социальные сети. И в Фейсбуке открылась группа, ее потихоньку начали шерить, и распространять. Короче, в этой группе было 750 тысяч человек уже. Ее несколько раз закрывали, опять набиралось те же 750 тысяч человек. Причем в эту группу стали входить люди, которые вообще не живут в Канаде. Люди с Европы, с таких стран, как Финляндия, Швеция, Голландия, Дания, кроме Европы, Новозеландия, Австралия,
Вот они начали, короче, туда входить в эту группу, слушать, что говорят. Американцы начали подключаться. И все больше людей выказывало поддержку и говорили: ребята, а мы тоже поедем с вами. Да, мы не тракеры, но мы поедем с вами. Да, мы вакцинированы, но мы поедем с вами. И начался конвой. Ребята красиво все спланировали, сказали: мы едем с Альберты, кто хочет, присоединяйтесь к нам с Виннипега, с Бритиш Колумбии, то все. И слушайте, начали стекаться сотни машин. Не только грузовиков, но и простых машин, и пикапов, и ванны, сотни, тысячи потом. Но кроме того, что начали стекаться много машин, люди начали выходить на дорогу с флагами, с канадскими, и с такими плакатами, что мы вас поддерживаем, мы вас любим. И, короче, опять же, телевидение как бы обо всем этом умалчивало, но люди выставляли в YouTube, в Facebook, выставляли ролики с дороги. Те же тракеры, которые ехали, они все это снимали, выставляли это все в соцсети. И слушайте, там стояли дети, люди в мороз, в минус 30, в минус 40 выходили туда, стояли, закрывали мосты, под которыми проезжали этот конвой проезжал. Стояли с флагами и кричали: мы вас любим, мы вас поддерживаем. И тут как бы уже падает копеечка, и как бы, ну слушай, там уже не шушера, там довольно много народа, причем большинство из них вообще вакцинированы. И они все равно, потому что тракеры, они поняли, что если они будут бороться только за их мандат, народу может и не набраться так много, но они перевели, после того, как Трудо обозвал их шушерой, расистами и так далее, они перевели это в более серьезную тему. Они сказали: знаете что, вот он нас так называет, а нас уже затрахала вот эта вот его диктатура, все эти мандаты, вот эти вот маски-шмаски, нас это все затрахало, потому что нам каждый раз говорят: еще 2 недели, обещают лучшую жизнь, как коммунисты, но мы ее не получаем, эту лучшую жизнь. И они сказали, что, знаете, всем, кому важна свобода в этой стране, свобода в плане свобода передвижения, свобода решений, медицинских решений насчет своего тела и так далее, поднимайтесь с нами. И тогда поднялись все, и медсестры, и полицейские, и даже в охране, бывший снайпер в охране премьер-министра тоже поднялся. Он тоже как бы, ему пришлось уйти, потому что он не вакцинирован, он тоже поднялся. Он тоже как бы там помогает им с охраной, этим водителям грузовиков. То все как бы, ну чувак с опытом как бы, да, он тоже выступил в YouTube, сказал, что он думает по этому поводу. Несколько полицейских выступили в YouTube, сказали, что думают, тоже присоединились и так далее. И короче начала набираться толпа, причем толпа стекалась со всей Канады в Оттаву. С Виннипега, с Манитобы, с Ванкувера, с Бритиш Колумбии, с Альберты. Потом начали подниматься с Торонто люди, с Атлантической Канады, с Принц Эдвард Айленд, это остров Принца Эдварда, с Мэй, провинции, с Новоскоши начали подниматься люди, Нью-Брансвик, даже с островов Ньюфаундленда. Люди просто сели на паромы, на грузовиках и поперли туда. Конечно же, Монреаль, там Квебек, тоже они поехали. Короче, слушайте, начало стекаться со всех сторон в эту Оттаву до хера народа. Это уже была не шушера. Это были люди образованные, которые не хотели вакцинироваться, или которые вакцинировались, но считают, что это неправильно заставлять людей вакцинироваться, которым важна свобода в этой стране, начали стекаться в Оттаву. Чувак припал, конечно, на жопу Трудо и исчез. Он просто перестал вообще появляться толком, ничего не говорил. Еще раз выступил, сказал, что это все херня, что это все расисты, ультраправые, и все 30-е. И вот люди подъехали к Оттаве. Теперь, перед тем, как начнем говорить в самой Оттаве, что они начали делать, расскажем секундочку о тех, кто начал все это. Как вы понимаете, любая демонстрация, любой протест, туда вливаются силы, которые нежелательны большинству представителей даже этого протеста. Да, есть пару человек, которые, безусловно, расисты и анархисты, и они тоже влились. Один человек даже занимал там более-менее видную роль в именно поднятии народа на восстание, Пэт Кинг.
Вот. Но он как бы, он действительно расист, анархист. Для него вот англосаксонская раса это самое главное, о чем он очень много рассказывал перед конвоем. Когда стал конвой, он, конечно, заткнулся, потому что побоялся, что его так опишут, кем он на самом деле является. Но кроме него есть еще организаторы этого конвоя, и они как раз изначально сделали дистанцию между ним и ими. Они вместе не тусовались даже, они вместе не выходили, не делали пресс-конференции, они сразу его отодвинули от себя и сказали, что он не представляет нас. И также не представляет большинство людей, которые вышли в конвой. Ну окей, вот это вот как бы, когда он там, они выискивали каждого человека, вот есть там женщина Тамара Лич, вот они тоже кричали, что она расистка, что в принципе смешно как бы, да, и вы узнаете почему. Короче, приехали люди в Оттаву, заблокировали полностью парламент, заблокировали часть Оттавы, часть грузовиков, полиция уже поняла, что там просто АТАС, начали отправлять на окраины Оттавы, причем полиция их отправляла на окраины Оттавы, и они подчинялись без проблем, без каких-то там криков или что-то. Они просто спокойненько ехали, ставили там свои грузовики и шли пешочком к парламенту протестовать. Все было мирно, красиво, очень цивильно. Многие приехали с детьми. Эти чуваки там прикольнулись, поставили сауну, поставили детские горки там прямо перед парламентом, ну, чтобы детям было веселее, как бы, да. И каждый вечер там музыка, гулянки, туда-сюда. И еще один символ этого конвоя: каждый раз, когда они проезжали по дороге в Оттаву мимо людей, они сигналили. А у грузовиков, вы знаете, сигнал серьезный. Вот они сигналили. Это тоже как-то. И приехали в Оттаву, они продолжили сигналить. Ну, конечно, жителям Оттавы это не очень понравилось, которые живут там в центре, около парламента. Они, конечно, начали там роптать, что-то там кричать, что уберите грузовики, то все, ругаться. Мэр Оттавы там просто ошалел от такого, конечно, тоже начал просить их уйти. Но дело не в этом. Трудно. Вы заметили, я вот говорю, граждане города, там мэр города, даже глава полиции там начал выступать, что за фигня. А Трудо исчез. И причем в полном смысле этого слова. Ну, весь мир об этом говорил, что это немножко смешно, да, что приехали, он кричал, что это Шушера, но Шушера приехал в Оттаву, и его тут же секретные службы вместе с семьей перевезли, это называется undisclosed location, перевезли в неизвестное место из-за близости протеста к его резиденции, как бы Шушера, да, которая приехала в Оттаву, как он говорит, вот, он просто сбежал. Он сбежал, потом он выступил, сказал, что у него в его окружении кто-то заболел короной, и поэтому он как близкий контакт должен карантироваться. Вначале сказали, что это произошло после заседания министров, потом они поняли, что это не прокатит, потому что тогда надо будет сказать, что какой-то министр тоже заболел. Но никто не заболел. И сказали, что это его ребенок, и он должен карантироваться 7 дней. Как он выразился, он сам вышел и сказал: я собираюсь... Кстати, премьер-министр у нас вакцинированный с 3 дозами. Он сказал: я буду подчиняться инструкциям здравоохранительных органов Оттавы и карантируюсь на 7 дней. А люди начали писать: эй, парень, у тебя Оттава говорит, что надо карантироваться 5 дней, а не 7. Почему ты будешь карантироваться 7 дней? Ну, чувак сказал, да, вы правы, 5 дней. Буду карантироваться 5 дней. Он, короче, надеялся, что за 5 дней все закончится, люди потусуются, отдохнут, выпьют и поедут по домам, как бы надо же работать людям, то все. Но люди сказали: окей, надо что-то делать с этим. Чувак спрятался минимум на 5 дней. А уезжать мы не хотим, пока мы не поговорим, так сказать. Люди создали фонд денежный.
в помощь водителям грузовиков, чтобы оплачивать горки, оплачивать дизель, оплачивать, потому что ну, сегодня холодно в Канаде, да, у нас в Оттаве бывает и минус 30, и минус 40, грузовики стоят. Конечно же, сразу все гостиницы поотменяли номера, которые заказали водители грузовиков, потому что не хотели иметь проблем с полицией, с администрацией города. И людям пришлось в грузовиках спать. А в грузовиках спать холодно, как бы надо их подогревать. Чтобы их подогревать, нужна соляра. Соляра нужны деньги, а люди не работают. Создали денежный фонд. За считанные дни вдруг там появилось 5 миллионов, потом 6 миллионов, потом 8, потом 10. Фонд создали через компанию GoFundMe. Это платформа, которая позволяет собирать пожертвования, позволяет собирать пожертвования на ту или иную вещь, на ту или иную идею, тому или иному человеку помочь. Как бы очень многие пользуются. Абсолютно нейтральная платформа, как они заявили, американская компания. И вот там начала собираться куча бабла. 10 миллионов долларов собралось. И Трудо понял, что никто никуда не свалит. И тут он сказал: знаете что, у меня таки корона. Чувак как бы просто обезбашенный и ни хера не понимает, что он говорит. Подумайте сами, он вот кричит с трибун, что надо вакцинироваться, чтобы остановить корону. И вот человек с 3 вакцинами, с вакцинированными детьми, заболевает от своих детей короной. И открыто об этом заявляет. И что мы должны, вот простые такие тупоголовые люди, как я, понять с этого? Если у тебя 3 прививки, дети вакцинируют, каким хером ты заразился короной, чувак? Короче, вот он сказал: я заразился короной, у меня еще есть 5 дней отдохнуть. Те сказали: ну окей, 5 дней, у нас 10 миллионов, как бы на бензин хватит. На пожрать тоже. Люди начали стекаться в Оттаву с приближающих районов, везти еду, везти соляру в джериканах, в канистрах. Короче, ну и тусоваться там с людьми, общаться, обниматься, там, целоваться и так далее. Ну, тут Трудо вообще уже попух. Он как бы сказал: что делаем, что делаем. Он типа как бы болеет, ему ничего делать нельзя. Скинули всю движуху на мэра города и на главу полиции города. Мэр города стал офонарел, а что мне делать? Как бы я как бы глава полиции говорит: слушайте, ребята, тут такая толпа, вот это шушера, как вы сказали, но тут их так много, этой шушеры. Нам надо еще 1800 полицейских, чтобы только с ними справиться. Дайте нам помощь, помогите нам полицейским. 1800 полицейских в дополнение к тому, что у нас есть, только чтобы справиться с ними. Ну, решили они подумать: окей, давайте вынудим их убраться. Ну, жрать надо что-то. Сказали: так, издаем указ. Во-первых, тот, кто приносит соляру или еду водителям грузовиков и протестантам, может сесть в тюрьму. Или заплатить бешеный штраф, там $5000, копеечки. Вот. Одновременно подали в суд и подали прошение в эту компанию GoFundMe заморозить капитал, который насобирали. Люди, как бы вот простые люди, там давали по $100, по $200, кто с Америки, кто с Канады, кто с других стран Европы, кидали туда монетки, которые сами честно заработали. Это не мафия, не отбеливание денег. Люди со своих счетов банковских, честно заработанное бабло после того, как заплатили все налоги, кидали на фонд этим водителям, этим протестантам. И вот они выступили, сказали: они тут устраивают балаган, они террористы, они вообще расисты, потому что в первый день забастовки кто-то вышел, один человек. Сделали фотографию, или 2 человека, 2 фотографии, по-моему, есть, вот с первого дня забастовки, которые до сих пор циркулируют по всему миру, когда Трудо пытается оправдаться, почему он себя так ведет, что вся демонстрация — это расисты. Вот 2 флага было, и один флаг был Американской конфедерации, что это ассоциируется с расизмом тоже. Вот. Причем, чтобы вы поняли, это было один день, в первый же день, после этого это уже не было видно. Чувак с федеративным флагом, вообще его там сами те, кто на протесте, опустили, заставили снять маску, засняли его рожу и выгнали нахер оттуда. Потому что он с ними никак не был связан, не представлял никакие их интересы.
Вот. Многие даже говорят, опять же, конспирация, но многие говорят, что Трудо специально подослал этих людей туда, чтобы их заснять и потом сказать, вот это расисты. И вот на фоне этих заявлений глава полиции и мэр города подали прошение в GoFundMe заморозить все счета. Потом в суд подали тоже, чтобы заморозить все счета. GoFundMe растерялся, потому что они, в принципе, как бы нейтралитет должны держать, но тут на них давят серьезно, и как бы что мы делаем? Плюс не забывайте, что американская администрация это тоже как бы Байден, демократ, у него те же самые как бы идеи, как у Труда в плане насильной вакцинации и так далее. Надавили, короче. GoFundMe сказал, знаете что, мы получили достаточно доказательств, что это террористы и расисты, и мы не готовы на своей платформе держать эти деньги. Мы поговорим с организаторами протеста и можем переслать деньги на любые другие любые другие организации, которые вот там борьба с раком и так далее. Да? И люди офигели просто. Это как это? Вы решаете, куда пойдут наши деньги. Мы отдали деньги, чтобы помочь водителям, чтобы они могли купить себе покушать, купить себе бензинчик и так далее. Что за херня? Тут вышла другая организация, христианская, тоже американская. Они сказали, знаете что, ребята, мы беремся за это. Давайте, мы возьмем. Кто хочет, присылайте нам деньги, мы напрямую будем давать этим водителям и так далее. Параллельно на GoFundMe начали давить, даже в Америке представители республиканцев начали серьезно наезжать. Это, типа, что за фигня такая? У вас должна быть полный нейтралитет, как бы. GoFundMe сказал, знаете что, вот так вот получилось, но мы, короче, сделаем что-то хорошее, мы автоматически вернем все деньги всем, кто послал эти деньги. Напрямую, как бы, вот кто послал, тот получит на свой счет. Возьмет 7 дней. Жопа, конечно, эти 7 дней ждать, пока деньги вернутся, потом опять послать деньги, то все. Сказали, окей, лучше так. Короче, за неделю в этой второй компании набралось тоже порядка 10 миллионов. Ну, тут, короче, охерели все, и мэр города, и глава полиции, они типа кричали, что вот, мы смогли заморозить бабло, а тут, оказывается, не заморозили бабло. Бабло опять вернулось. Что делать будем? Слушай, а не знаем, что делать. Силой там никого не выдворишь, потому что там грузовики огромные. И если есть такая поговорка тут в Канаде, чтобы сдвинуть грузовик с места, чтобы его тягачом взять, надо только если водитель грузовика будет согласен это сделать. Потому что если они не хотят это сделать, ты хер этот грузовик сдвинешь. Полицейские начали связываться с компаниями, которые тягачи. А те сказали, ребята, мы в это не вмешиваемся. У нас, извините, но у нас вот сейчас люди вышли сразу в отпуск, потому что никто не хочет с этим связываться, потому что вы сейчас тут поругаетесь, потусуетесь, а нам потом с этими водителями работать еще всю жизнь. И никто из наших тракеров, которые тоже водители грузовиков, не пойдет сейчас тянуть чей-то грузовик. Те начали кричать, у вас контракты. Он сказал, да, у нас контракт, но извините, у нас все больные. Вот Трудо заболел, а вот у нас водители заболели. Вот так вот, в принципе, сказали люди, как бы, и все очень это поприветствовали. И, в принципе, вот так вот остались ни с чем. И глава полиции, и мэр города, и глава провинции Даг Форд, который тоже еще тот хмырь. И у Труда закончилось карантин-то. Все, подошел уже беседа. Сначала ты был в карантине, потому что был близкий кому-то, кто болеет ковидом, потом ты стал болеть ковидом, тоже карантин был, но все хорошее приходит к концу. Надо выступать. Ну, вот он выступил в парламенте, начал опять же кричать, что они все расисты, из этих двух флагов показал, сказал, что он не поддерживает расистов, тыры-пыры, тролливали. И сказал, что он их усмирит, и очень быстро. Все, что надо полицейскому, он даст, и все будет хорошо. Так, тут уже действительно долгий ролик, мне надо идти. Я закончу на этом и продолжу с этого момента дальше, как только у меня появится возможность и время записать. Надеюсь, вам понравится мое описание событий, происходящих сегодня в Канаде, мое личное мнение. И опять же, я считаю, что да, я поддерживаю протесторов за их борьбу за свободу людей, но
считаю, что все равно то, что я описываю, это то, что происходит на самом деле, как бы без добавки. Я добавляю свои комментарии, типа про труды и так далее, но сами события я не изменяю, чтобы вы могли тоже объективно понять, что произошло. Потому что ваше мнение может абсолютно полностью расходиться с моим мнением. Если я поддерживаю протест, вы можете сказать, слушай, ну это нелегалы. Как бы их надо давить, их надо мочить и так далее. Зависит от того, где вы живете, какое у вас воспитание, какое у вас мышление и как вы решаете для себя, что правильно, что неправильно, вы можете спокойненько решить сами. Поэтому как бы я стараюсь ход событий дать так, как он на самом деле происходил. А мои комментарии, вы уже извините, но это мое мнение, как бы просто хотел тоже, чтобы вы узнали, кроме фактов, мое мнение на происходящее тоже. Спасибо за внимание.